Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад, пасьянс. Ваше будущее до конца сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Ну и что карты пасьянса. Пасьянс у нас называется неожиданности и сюрпризы. И мы сделали первый на первую половину сентября. И, как я обещала, я делаю вторую часть. Потому что сентябрь, он по энергетике несколько отличается. И если первая половина сентября, она проходит более таких лояльно добром, мягких энергиях, потому что прекрасный аспект Венеры тоже 22 числа. Венера в сложном как раз аспекте к Плутону, квадрат, мои дорогие. А Плутон, мы знаем, это он меняет нашу жизнь, перестраивает что-то, переделывает статусы, личную жизнь, как и карьеру, вопросы по работе мы тоже можем пересматривать. И это время формирования новых целей. Прошлое заставляет нас с ним разобраться, куда мы идем, что есть смысл продолжать, а куда не стоит вкладываться или терять времени. И в конечном итоге где-то вторая половина сентября идет, переходит плавно в октябрь, и к середине, ориентировочно октября, мы будем точно знать свои приоритеты. Но лунное затмение 18 сентября в Рыбах. И управитель рыб – это Нептун. И Нептун у нас находится в ретро-движении. Вообще период большой ретроградности, и много планет как раз в ретро возвращают нам какую-то историю или словно заставляют в чем-то определиться окончательно. Так вот, ретро-Нептун будет аж до 7 декабря, мои дорогие. То есть некоторые вопросы не так быстро, может быть, заканчиваются, как нам хотелось бы, но с учетом как раз лунного затмения. Этому у нас может формироваться как какая-то цель, идея, которой мы будем уделять внимание последующие пару лет и даже чуть больше. Нам могут вернуться некоторые ситуации, особенно те, которые были связаны с какими-то противоречиями или с какой-то путаницей, тайной. Может быть, и ваши тайны, может быть, и чьи-то тайны. Мы тоже можем узнать, тайное становится явным, внутренними страхами, каким-то ненужным самокопанием. И это может быть как и сам по себе день, но это, как я уже сказала, чаще проигрывается не один пункт, а какой-то период, когда словно период прозрения и реальности без оправданий. Я имею в виду, реальность иногда для нас выступает чем-то пугающим. Или нам кажется, ох, ну не дай бог вот это вот случится. Может быть, проработать как раз вот в момент внутренних страхов и слышать лучше свою интуицию. И Меркурий у нас находится в Деве по 26 сентября. И это прекрасный аспект. И это не тот Меркурий, который в Близнецах. Такой более живчик. Или когда что-то меняется, непостоянство какое-то. Нет, Меркурий в Деве – это как раз прагматика. Дева, как я говорю, если поговорка существует, сколько ни говори, халва слаще не будет, это как раз про Деву. Потому что Девы, они, может быть, есть элемент перфекционизма, когда они что-то продумывают, просчитывают, подходят более взвешенно к каким-то своим решениям, суждениям, или они умеют видеть реальность. Вот эти энергии будут на всех на нас воздействовать, и это все со знаком плюс. Кому более интересно, я приглашаю вас в описании под видео, в инфобоксе я оставлю ссылки на свой сайт, на другие видео на YouTube. На сайте у меня есть статьи по психологии, есть и планетарные гороскопы. Переходите, читайте, смотрите. Мы идем вперед. Неожиданности и сюрпризы. Когда создавала этот пасьянс, именно задумка была неожиданности и сюрпризы. Где, в какой области или чего это может касаться. Конечно, будем реалистами, это самое главное. Но в наше время быстрое, переменчивое, важно допускать, что альтернативные варианты развития событий всегда могут быть. Итак, неожиданности и сюрпризы для вас. Пусть будут сюрпризы, приятные какие-то. Я смотрю за значением выпадающих карт, и вы тоже смотрите. Выпадает сразу учреждение официальное.
И это могут быть инстанции какие-то, высокие чиновники, ваши согласования, может быть, согласования в банках, или это все официальные учреждения, любые. И кто-то пойдет, может быть, решать вопрос юридического порядка, кто-то будет решать вопрос, может быть, просто на работе на своей, ну, а кто-то, может быть, и обратиться к врачам, может быть, и так. То есть самые разные какие-то есть инстанции. И, кстати, планетарно мы ведь тоже можем пересматривать договоры, какие-то контракты, соглашения, брачные договоры, ну и оформлять что-то с учетом закона. И здесь это для вас плюс. Больше определенности, больше ясности по тем или иным вопросам. Смотрю более внимательно, что у вас совпадает еще или может совпасть. И у вас совпадают весы. Безусловно, это внутренний баланс. И, правда, у кого-то вопросы, которые вы должны оформить что-то, бумаги по закону. Я допускаю, у кого-то и, может быть, разбирательство есть в суде, и вы будете делать что-то определенно, вот какую-то свою. Мы сейчас посмотрим, нам еще что-то, я так думаю, прояснят карты, как может развиваться эта ситуация. Но в целом как раз больше понимания, больше твердости, больше убежденности в каком-то вопросе или больше ясности, мои дорогие. У вас какие-то новые перспективы, звезда, увеличение вашей популярности, какие-то, как знаете, программа на далекое будущее, лет на 10-20. У кого-то вопросы, связанные с поездкой или с далеким переездом. Смена ракурса ваших интересов, вот что может произойти. И может быть вы как раз в чем-то поставите точку, словно переориентируетесь на что-то другое. Или ну, то, что было вашим, ну как мечта, теперь перерастет в намерение твердое или цель. Может быть, как освоение какой-то новой специальности, где вы добьетесь очень больших успехов. Сияйте, как звезда, нам всегда говорит это значение. Но это еще и значение может говорить о том, что вы как программу закладываете не просто на 2 года, а это какое-то ваше важное решение, которое будет иметь значение принципиальное на лет 10-20 вперед. Как выбор правильного направления, и так тоже может быть. Правда, перемены. Помимо вот этого значения звезда, о котором я уже сказала, у вас выпадает компас. И это конкретно выбор правильного направления на долгие годы. С чем-то вы определяетесь, но это всегда новые интересы к жизни, новое вдохновение, новые возможности, мои дорогие. Но этот период сентября будет для вас важен, потому что как бы продолжение какое-то замечательное следует. И, может быть, вы как раз сумеете что-то согласовать или оформить. И это будет иметь под собой основу юридическую, опять же. У кого-то, мои дорогие, может быть, вот смотрите, пара. Именно пара. Это те отношения, которые у вас уже складывались какой-то период времени. И здесь, с учетом выпавших значений, вы можете перевести дружбу в ваш какой-то союз. Оформить, иными словами, эти отношения. Или есть человек, который важен для вас, и тогда продолжение, я могу так предположить, будет следовать. Или, хоть нам и не говорят о каком-то новом знакомстве, но окружение ваше, вы его как будто подвергнуть можете анализу. Кто со мной, а кого я не возьму с собой в будущее? Вот такие вопросы вы можете пересматривать. И я должна сказать, что вот таких значений, когда с нами хитрят или где-то вот изворачиваются, да, или пытаются, ну, где-то выдавать обман за действительность, я у вас такого вот не вижу ничего.
Смотрю, что еще у вас совпадает. Какая-то более ровная дорога, понятная и определенная. Вот, видимо, действительно в чем-то вы определяетесь, как и в направлениях, так и, может быть, у кого-то в отношениях. И это внутреннего чувства самодостаточности, самоуверенности. И правда, если были какие-то сомнения, здесь вы все расставляете, не только по местам, но, может быть, еще и как закрепляете это через документы. Вот по части, к примеру, отношений. У кого-то также может и по работе произойти. Важные какие-то согласования вы тоже сумеете сделать. Может быть, и по части вашего жилья, недвижимости вашей. Смотрю, что еще у нас совпало. И, к слову сказать, если мы соединяем крайние карты, к примеру, да, у нас в среднем ряду, прямо по центру, выпадает значение рыба, наоборот, вот так. И это имеется в виду благополучие, деньги. Когда у нас все хорошо, мои дорогие, когда сбалансировано где-то и взаимопонимание, и финансовая сторона вопроса, и также у нас еще и совпадает сердце. Правда? Какая-то личная история может быть продолжена в каком-то новом ключе или контексте. Здорово. Личная жизнь для вас не на последнем месте. И может быть это какое-то очень важное решение, мои дорогие. И у кого-то это будет касаться напрямую еще и как молния, известия. Может быть, какое-то известие, которое вы получите в вас как раз, или, может быть, это ваше решение. Молния чаще это информация, безусловно. Но, может быть, вам приходит какая-то информация, причем или как какое-то согласование вы осуществляете. И благодаря этой информации у вас как выстраивается какая-то ваша дальнейшая траектория последовательных движений или того, что вы хотите осуществить, или на что вы решитесь буквально. Может быть и так. И я пока не вижу других совпадений. И даже если я смотрю по крайним картам, я тоже совпадений не вижу. Если вы увидите, напишите. Мы спросим, в чем ваша сила на картах Таро. Продолжим. Неожиданности и сюрпризы. Нам сказали, в чем же ваша сильная позиция. В чем ваша сила? Вторая половина сентября. Это решение, правда, какое-то решение. И очень правильное, видимо, вы примете, что это будет касаться, хотя это дела работы, бизнес и деньги больше. Но, видимо, дела работы, бизнес будут еще и личная история. Для вас все важно. Вот как по значению рыба. Окончательно, может быть, разобраться в каком-то вопросе, и даже не в одном, а может быть и в двух. Потому что я вижу с учетом именно рыбы. Это и личная жизнь, и работа, финансы. Вот все важно для благополучия, и правда. Хорошо, давайте зададим такой вопрос. Событие, которое изменит вашу жизнь. Или какие-то энергии. А вот надоело какую-то вязанку тянуть. Или есть какой-то момент, который бессмысленно уже продолжать. Может быть, больше эта карта говорит о том, что это тяжесть определенная. Может быть, от какого-то режима многозадачности. Или вот вас как будто, может быть, предыдущий период подталкивает к решениям, потому что вы не хотите что-то продолжать сами. Или какая-то история, помимо всего прочего, у вас выпадает все же значение, ну это как и правосудие, я сказала, подписание важных документов или согласование, или буквально у кого-то могут проходить суды. Ну, значит, какая-то история завершится. Давайте зададим еще вопрос, что изменит вашу жизнь? И правда, вопросы, кстати, у кого-то могут быть и по части здоровья, когда вы с чем-то разбираетесь. Но есть то, что связано с рационализмом, логикой или с какой-то реальностью. Вот мы говорили о лунном затмении в рыбах. Вы будете, мои дорогие, большими реалистами. И если прежде были какие-то сомнения, вот здесь все встает на свои места. Вы точно знаете, что вы не хотите, в чем участвовать, или что не имеет смысла продолжать.
не совсем ваша энергия, но может быть какая-то реальность жизни вас где-то и заставляет очень холодно подойти к какому-то вопросу. И ведь где-то по королю мечей это и проходит. Или те люди, которые работают в заведениях, учреждениях, или проходят юристы, проходят и люди в погонах, проходят и охрана правопорядка, проходят и врачи, как я уже сказала, или вот люди специальностей, которые работают с металлом, у кого-то это может проиграться, вы дома что-то будете улучшать, вызывать специалистов. Но вот все вот эти направления объединяет как раз рационализм, и когда мы что-то делаем и увязываем это с каким-то порядком, может быть, регламентом, законом, мы в реальной нашей жизни что-то выполняем, совершаем, согласовываем и в чем-то, может быть, поставим точку. Событие, которое меняет вас самих. Но, может быть, стоит на что-то решиться и дальше, как открытый путь для вас. По 5 жезлов, что вас может изменить? Я вам скажу, вам захочется где-то уйти от людей ненадежных. От того, что вы буквально включались в какие-то проекты, которые были нужны больше кому-то, нежели вам. Вы по-другому словно фильтруете информацию. И вот это вот самая молния, то, что я говорила. Может быть, до этого был какой-то период неопределенности, а вот здесь все становится по своим местам. И это на вас воздействует именно так, что вы вынуждены принимать какое-то решение. И я бы сказала, вы хотите это решение принять, потому что вот какой-то сумбур, какая-то путаница, она должна закончиться. Событие, которое меняет вас самих. Ну вот мне нечего уже больше добавить. Маг, вы не хотите себе вредить. Вы понимаете, что если я буду, ну, может быть, закрывать на что-то глаза, обстановка от этого не изменится. Или я буду затягивать какую-то ситуацию или со своим решением, от этого тоже ничего не изменится. Если я буду расходовать силы не в том направлении, опять же, это дорога в никуда. Вот больше холодности, посмотрите, маг, ведь это тоже, его не назовешь душевным человеком. Но, видимо, обстоятельства складываются так, что существует узкий круг доверенных лиц. Или кому вы доверяете, кому есть положить голову на плечо, кто вас не подведет. Есть какие-то союзы как по работе, так и в личной жизни. Или если в личной жизни таковых нет, значит, вы скорее будете что-то завершать. Если уже к этому, это будет касаться тех, мои дорогие, у кого какая-то история без начала, без конца, как надоевший сценарий, действительно проигрывается. И тогда вы совершенно легко с кем-то можете проститься. Вы действительно маги и волшебники. Что бы вы тут ни задумали, что вас меняет, вы становитесь этим магом. Где-то, может быть, и холодно продуманным в некоторых вопросах, но вот эта добросердечность, она останется. Но просто несколько сузится, может быть, ваш фокус внимания в отношении, ну вот, четко обозначенных лиц. А кто-то, ну или с кем-то вы можете проститься. И у кого-то это может быть и по работе. Но у кого-то, я допускаю, в личной жизни. Маги и волшебники, мои дорогие, тут можно долго говорить, и я так думаю, что смотрят меня чаще люди, которые часто смотрят расклады и, в принципе, владеют картами Таро. Одно само по себе даже название «Маг-волшебник». Как это вас меняет? Ну, меняет вашу энергетику полностью. Давайте карту совет. Оракул ангелов. Хотя, какой совет магу? Да. Есть какому-то продолжению или вот у мага все получится. Правда, мне нечего добавить, мои дорогие. Прекрасный расклад для вас. Поэтому от вашей или решения, или решимости. И я должна сказать, ведь где-то вот как раз затмение в рыбах, лунное, ведь Луна – это ваша планета-управитель, светило, по сути дела, управитель. Может быть, и высветит некоторые тайные такие моменты, которые для вас тайные не были. Они были в виде подсказок или интуитивных каких-то предчувствий. А здесь вы просто все расставите по местам. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я вас люблю. И вы будьте счастливы и любимы всегда.